Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». У меня на канале есть уже рецепт очень вкусных, хрустящих ореховых трубочек на праздничный стол. Но сегодня я хочу с вами поделиться очень хорошим рецептом ореховых трубочек очень нежных. С вас лайк и подписка, и давайте начнем приготовление. Пропускаем муку 400 грамм через сито. Обязательно просеиваем муку. 1/4 чайной ложки соли или щепотка, 1/4 чайной ложки ванили, 1 чайная ложка без верха разрыхлителя, 160 грамм масла сливочного, не берите спреды, 82% жирности. Натираем и все смешиваем с мукой. Вот так окунаем в муку и смешиваем. Можно просто нарезать масло, так тоже удобно. У меня на канале есть несколько видов, где я готовлю трубочки с орехами. И посмотрите, я оставлю в инфобоксе ссылочки на видео, посмотрите. Вам очень понравится, я уверена, потому что мы такие сигаретки или такие трубочки ореховые всегда готовим на праздник. Такую выпечку можно готовить впрок, она ото дня ко дню еще лучше и лучше. Можно замораживать выпечку такую. Очень хорошая выпечка, очень удобно готовить именно на праздники. Все хорошо смешиваем. Также я готовила трубочки со сливовой начинкой. Очень нежные, рассыпчатые, прям тают во рту. Тоже оставлю вам ссылочку, посмотрите. У меня очень много рецептов мелкой выпечки на праздники и на чаепитие на каждый день. Я оставлю ссылочки под видео в описании. А также на канале моей дочери Лидия Суиц очень много выпечки. Она сейчас очень часто выпускает видео. Я оставлю ссылку на ее канал, посмотрите, комментируйте, мои дорогие, подписывайтесь, ставьте лайки, я вам буду очень признательна. Это для нас большая мотивация и поддержка. Сейчас смешиваем мелкую крупку, добавляя буквально 1/4 чайной ложечки лимонной кислоты. Вот так все руками перетираем. Должно быть правильное соотношение масла и муки. Масло не должно сильно чувствоваться. Все хорошо смешиваем. Вот посмотрите, какая у нас получилась мелкая крупка, идеальная просто. Комкаете, получается комочек, пальчиком надавливаете, рассыпается. Все готово. И сейчас сюда добавляем сметану и желтки. Добавляем 400 грамм сметаны. Я вам под видео в описании укажу одну порцию. Здесь у меня 2 порции. Белки нам понадобятся. 2 желтка мы отправляем сюда в тесто. А 2 белка у нас останется на начинку. Так, чтобы скрепляло орехи и было еще вкуснее. Все делаем аккуратно, чтобы желтки не попали в белки. Иначе взбиваться не будут. И сейчас все смешиваем. Тесто не должно прилипать к рукам. Оно должно быть очень приятное, не липнущее и нежное. Если вы видите, что у вас тесто очень сильно липнет к рукам, не собирается в комочек, то обязательно нужно немножко муки добавить. Но нужно добавлять очень деликатно. Вот у меня еще, видите, какая нежная масса, все на руках. И сейчас в конце уже я буду добавлять немножко муки. То есть всегда я пишу в инфобоксе плюс-минус. Вы на это обязательно обращайте внимание, мои дорогие. Так, добавляем немножко еще муки. Вот я вам хочу показать, как это все выглядит. Немножко буквально добавляю муки и смотрю. То есть у меня с рук все должно отлипнуть. Смотрите, как оно сейчас начнет сразу собираться. Сразу много не добавляю. И вы уже точно будете знать, сколько вам муки нужно. Со стеночек тоже собираем. Еще совсем чуть-чуть. И теперь вот таким образом собираем. Все, вот больше муки ни в коем случае не добавляем. Собираем все с руки сейчас и домешиваем до конца. Вот такое нежное тесто у нас получилось. Оно чуть-чуть липнет к рукам, но я муки больше добавлять не буду. У меня ушло 500 грамм. Смотрите по вашей муке плюс-минус. И сейчас мы в пленочку. Вот такое оно нежное, видите? Нежное-нежное. И отправляем в холодильник. Хотя бы на 1 час. А сейчас пропускаем орехи грецкие. Не обжариваю их предварительно. Здесь у меня 200 грамм. Очистила от перегородок. И сейчас нам нужно их измельчить. Готово. А сейчас в емкость добавляем 2 отложенных белка. Взбиваем до легкой пенки.
И понемногу добавляем сахар. У меня здесь 100 грамм мелкий сахар. По чуть-чуть добавляем. А также добавляю немного ванили. Нам не нужно взбивать до устойчивых пиков, так только чтобы кристаллики сахара растаяли. Сюда же добавляем орехи и все хорошо смешиваем. Вот такая масса должна получиться. Тесто великолепно стабилизировалось, и сейчас мы его делим на 8 частей. Итак, у меня получилось 8 шариков по 137 грамм. Я взвешивала. И сейчас скатываем шарик, немножко муки. Тесто стабильное, холодное. И не боимся подпылять мукой. Легкой округлой формы делаем, чтобы удобно было раскатывать. Потому что нам нужно будет в пласт раскатывать в кругленький. Поэтому лучше сделать вот такие заготовочки. При формировании, если у вас тесто стало мягким, то лучше убрать под пленочку. И в холодильник по одному шарику берем и разделываем. Подпыляем, иначе тесто будет липнуть. Вот так немножко разминаем и раскатываем. Пласт может прилипнуть, поэтому очень нужно аккуратно. Закручивать его абсолютно не нужно. Это сметанное тесто. Оно очень нежное. Подготавливаю доску. Сюда мы будем заготовочки отправлять. Слегка ее подпыляю мукой. Можно любую поверхность. И вот посмотрите, какой у нас получился пласт. Тоненький-тоненький. Пиццерезкой либо ножом делим сначала пополам. На 4 части. Можно сделать большие. Я не буду слишком большие делать, я делю на 8 частей. Выкладываем начинку. Так как у нас присутствует белок, начинка будет увеличиваться, поэтому много класть ни в коем случае нежелательно. И сейчас мы вот так сворачиваем, чтобы не вытекало, и сворачиваем в нежную трубочку. Вот так. Даже если они у вас получатся, трубочки, корявенькие, ничего страшного. Вы потом их сахарной пудрой присыпете, и они будут красивые, шедевральные. Вот так. На шов устанавливаем. Вот так вот переворачиваем зеркально и формируем. В противном случае просто вам сложно будет, если вы на той стороне вот начиночку выложите, сложно будет заворачивать. Очень много у нас получится трубочек, как раз на праздничный стол, идеально. Выкладываем чуть-чуть на расстоянии, швом вниз. Вот так можно тоже на доске. Очень удобно. Когда вы на такой доске, то вы можете выкладывать начинку сразу по кругу, везде, потому что можете доску прокрутить. Очень удобно. Прямо на доске оставляем и потом сразу перекладываем на противень.
Если вам тяжело работать с начинкой жидкой, тогда вы немножко орехов больше добавьте. Отправляем в духовку. Выпекать будем при 180 градусах 15-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Второй противень готов. Всего у нас получается 54 штуки. Отправляем в духовку. Вы не смотрите, что они светленькие, бледные. Такими они должны быть. Они легкие, невесомые. Их сильно зажаривать, сильно запекать не нужно. Тогда они не будут нежными. Сахарная пудра комкается, поэтому я ее сейчас пропущу немного через сито и начнем обваливать сигаретки. Пока горячие, перекладываем их на сахарную пудру и обсыпаем. Вот так. Они очень хрупкие, очень нежные, поэтому все вот так вот слегка, деликатно все делаем. Не нажимаем, друг на друга не ложим. Итак, дорогие друзья, трубочки получились просто изумительные. Они очень ароматные, очень нежные, просто тают во рту. Это не трубочки, а находка к праздничному столу. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Ваши лайки, подписка и комментарии помогают процветанию канала. Подписывайтесь на все наши соцсети. Отдельная благодарность за фотоотчет в Инстаграм. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.